Даже лучшим игрокам иногда приходится спускаться на лимит ниже. В этом действии скрыты некоторые опасности. Они могут спровоцировать задержку в более дешевой игре гораздо дольше, чем хотелось бы. Чем выше ставки, тем сильнее состав участников. Поэтому некоторые игроки после спуска считают, что не нужно прикладывать особых усилий для возвращения наверх. Якобы соперники по определению хуже и не смогут доставить никаких неприятностей. И из-за такого подхода возникает целый ряд ошибок. В этом видео мы подробно расскажем о подводных камнях при спуске по лимитам и дадим советы, как не потерять лишние деньги и время, если играете на более низкие ставки. С вами Покер.ру, канал крупнейшего сайта о покере в Рунете. И перед тем, как мы начнем, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Вы же не хотите пропустить новые обучающие видео на канале. Турниры на Mobile Poker Club. Занимая призовые места, вы получаете турнирные очки. Вы можете стать одним из 10 счастливчиков, которые получат часть призового турнирного фонда в конце каждого месяца. Первая ошибка – недооценка оппонентов и чрезмерная агрессия. Действительно, чем ниже лимит, тем хуже оппоненты защищаются на агрессию. Но при спуске важно не попасть в ловушку мышления. Ошибочно думать, что все вокруг недостаточно хороши и легко сдадутся от агрессии. И из-за этого заблуждения появляются лишние крупные ставки, неубедительные блефы и недооценка тактики оппонента. В некоторых раздачах повышенная агрессия будет работать. Но важно помнить о риске серьезных потерь в случае, если плохо балансируется блефом. Сохраняйте контроль над ситуацией и серьезно подходите к выбору тех, на кого вы будете давить. Не все игроки в нижестоящих лимитах по определению плохи. Из-за ошибок преимущество над ними будет сокращаться или совсем исчезнет. Рекомендуем также посмотреть на канале видео про типы мышления игроков. Вторая ошибка – расслабленность и ожидание легкого камбэка. Сниженная концентрация – одна из распространенных психологических ошибок среди игроков, спускающихся по лимитам. Из-за невнимательности можно легко потерять преимущество. Несмотря на то, что на нижнем лимите больше слабых соперников и регуляры в среднем отстают по уровню подготовки, в покере важны детали и внимательное изучение статистики. Наличие полезной заметки на оппонента иногда помогает выиграть стек, лишний раз украсть блайнды или вскрыть чужой блеф на руке средней силы. Каждая незамеченная ситуация для извлечения выгоды снижает вин-рейт, выигрыш на дистанции. На самом деле преимущество сильного игрока над слабым часто определяется именно уровнем концентрации. Чем собраннее вы будете действовать, тем раньше вернетесь на привычный уровень ставок. Ошибка номер 3. Потеря концентрации и скука. Легко потерять страсть и желание показывать лучшие результаты в каждой раздаче, когда разыгрываемая сумма уменьшается вдвое. Из-за этого некоторые спустившиеся на лимит игроки становятся пассивными, не показывают убедительной агрессии и не замечают хороших ситуаций для блефа или полублефа. Возможно и обратная ситуация. Потери в мелких и средних банках не кажутся серьезными, а блефовать психологически легче. Из-за этого игровой стиль становится излишне раскованным и агрессивным. Чтобы психологически не привязываться к размерам банков, используйте программы, которые отображают стейки за столами в блайндах. С ними, независимо от лимита, вы будете трезво оценивать ситуацию, опираясь на данные об эффективном стейке и шансах банка. Кроме того, отображение стейков в блайндах упрощает мультитейблинг, когда вы миксуете лимиты и облегчает игру при переходе наверх. Большие суммы могут давить психологически. Не отказывайтесь и от поиска выгодных столов даже после спуска по лимитам. Конечно, соперники здесь будут слабее, и это сразу даст преимущество, но за счет ответственного тейбл-селекта преимущество можно значительно приумножить. Тем более разница между профессиональными игроками средних уровней не так велика, чтобы можно было не глядя садиться за любой стол и получать легкие деньги. Четвертая ошибка – огорчение и беспокойство. Переход в более дешевую игру может восприниматься как неудача и потеря квалификации, но между этими событиями не всегда есть связь. И здесь можно сохранить самообладание. Причиной спуска может стать тяжелый виток дисперсии, отклонение результата от математического ожидания или финансовые сложности, из-за которых пришлось сократить банкролл. Не расстраивайтесь, даже если спуск произошел по причине собственных неудач. Прибыльная стратегия не может потерять актуальность
в одночасье. И быстро растерять навыки профессиональной игры тоже почти невозможно. Самоконтроль и ответственность за внутренний настрой помогут быстрее вернуть статус-кво и подняться на привычный уровень. И, наконец, ошибка номер 5. Неправильная оценка своей игры. Любой из записанных выше факторов вкупе с дисперсией может стать причиной плохих решений в отдельной раздаче или целой игровой сессии. А пренебрежительное отношение к соперникам не помогает побеждать. Без самокритичности легко списать неудачу на то, что все вокруг слабы и выигрывают благодаря везению. Так вы не сможете проанализировать ошибки, не признаете неправоту конкретных действий и не убережете себя от их повторения. Игра по банкролл менеджменту требует дисциплины и собранности. Легкомысленный подход может существенно уменьшить преимущество перед оппонентами. Высокая концентрация, критическое отношение к себе и внимание к недостаткам соперников – это залог скорейшего возвращения на рабочий уровень, а значит и к возможности зарабатывать больше. А на этом все. Теперь вы знаете 5 главных ошибок при спуске по лимитам и не будете их допускать. Больше покерной теории вы найдете на нашем сайте, ссылка в описании под видео. Спасибо, что смотрите. Если у вас остались вопросы, естественно, задавайте их в комментариях. А еще рекомендуем посмотреть на канале видео про основу прибыльного блефа, как блефовать с умом. Всем пока-пока!